Безопасность в сети – тема, о которой говорят много. Но, тем не менее, случаев, когда люди попадают в неприятные ситуации в интернете, намного больше. В этом видео вы найдете несколько полезных советов, о которых мы все забываем. Поделитесь этими советами с друзьями и близкими. Совместными усилиями мы понемногу сделаем интернет местом, где царит безопасность и доброжелательность. Итак, как не дать себя обмануть в интернете? 6 советов, о которых все забывают. Совет первый. Не отвечайте на подозрительные послания. Разве вы отвечаете на бумажные письма с рекламой, которые бросают в почтовый ящик? Вряд ли, ведь это странно и требует много усилий. Скорее всего, вы вообще их выкидываете, не читая. Но всего один клик мыши, и мы открыли электронное письмо, которое может оказаться спамом, а то и чем-то похуже. Ответить на него гораздо легче, чем на бумажное письмо, но лучше этого не делать. Если вы не знаете отправителя, не отвечайте на электронные письма и личные сообщения. Лучше их даже не открывать и не читать. И тем более не переходить по ссылкам и не открывать вложения. В них могут быть вирусы, способные заразить ваш компьютер или телефон, о чем вы, возможно, узнаете не сразу. Вирус, как мы знаем, может нанести огромный ущерб, например, удалить или испортить все данные, или установить вредоносную программу, которая будет собирать вашу личную информацию. Отправитель письма сможет использовать эти сведения для рассылки спама, взлома страниц, кражи денег и многого другого. Второй совет. Всегда выходите из системы. Совет кажется очевидным и весьма банальным, но многие об этом забывают. Социальные сети позволяют оставаться в системе, даже когда вы выключаете компьютер или закрываете приложение на телефоне. С одной стороны, это удобно. Когда вы снова заходите на сайт, не нужно опять вводить логин и пароль, но тогда и другому человеку легко получить доступ к вашей странице. Всегда выходите из системы после использования любого сайта, социальных сетей, электронной почты и так далее. Это особенно важно при работе на общедоступном компьютере. Но лучше выработать привычку выходить из системы всегда, даже на собственном телефоне или ноутбуке. Третий совет. Используйте надежный пароль. Подумайте, сколько раз в день вы пользуетесь паролями на телефоне и компьютере. Пароли – это огромная часть нашей повседневной жизни. Они придуманы для идентификации личности. Предполагается, что идентификация не дает другим пользователям добраться до ваших персональных данных, поэтому пароли должны быть хорошо защищены. Многие люди хранят пароли так, что их очень легко обнаружить. Например, одни записывают пароли на стикерах, наклеенных рядом с компьютером, или кладут этот стикер под клавиатуру. Другие в текстовом файле хранят прямо на рабочем столе, а третьи в записной книжке, которую носят с собой, или в заметках на телефоне. Согласитесь, не нужно быть Шерлоком, чтобы найти эти пароли. Многие используют везде один и тот же пароль. С одной стороны, так легче запомнить. Но с другой, если кто-то узнает пароль к одному аккаунту, он сможет попасть и во все остальные. Поэтому лучше иметь разные пароли для каждого сайта и учетной записи, и хранить их удобным, но надежным и безопасным способом. А сейчас я поделюсь с вами лайфхаком, как придумать сверхнадежный пароль. Смотрите, в данном пароле должно быть не меньше 7 символов. Надежный пароль должен включать комбинацию цифр верхнего и нижнего регистров, а также символов, таких как показанных на экране. Используйте первые буквы слов в запоминающемся предложении, стихотворении или цитате. Например, из песни «В лесу родилась елочка, в лесу она росла» получается вот такой вот пароль. Можно взять несколько коротких слов и разделить их символами, как показано на экране. Используйте транслитерацию или замените буквы цифрами. Например, из слова «бабочка» получится вот такой вот пароль. Четвертый совет. Помните о том, что интернет помнит все. Ваш контент могут увидеть гораздо больше людей, чем вы предполагаете. А кроме того, он хранится в сети гораздо дольше, чем вам кажется. Иногда это хорошо. Мы записываем свои мысли, делаем фотографии и рассказываем о переживаниях, в том числе для того, чтобы сохранить воспоминания и порой возвращаться к ярким моментам жизни. Но иногда это очень плохо, ведь какая-нибудь глупость, опубликованная сегодня, останется в интернете на долгие годы. Вы можете ограничить круг людей, которым видны публикации в социальных сетях, но вам не узнать, кто сохранит их на свой компьютер или телефон, перешлет другим пользователям, использует в своих целях, перерепостит, распечатает или распространит.
Навредить вашей репутации могут и сомнительные фотографии, на которых вас отметили, или каким-то образом связанные с вами посты. Причем не важно, кто их выложил. Лучше сразу указать в настройках приватности, что никто не может отмечать вас в постах без вашего согласия. Не публикуйте ничего, что может угрожать вашей репутации или быть использовано против вас. Один из простейших способов контролировать, что о вас пишут в интернете – зарегистрироваться в Google оповещениях. Подпишитесь на оповещения об упоминании вашего имени и фамилии. Можно выбрать и другие ключевые слова, например, никнейм. Вы будете получать от Google электронные письма всякий раз, когда эти фразы встречаются в публикации. 5-й совет. Следите за своими гаджетами. Защита телефона, ноутбука и других гаджетов не менее важна, чем защита паролей. Не давайте никому пользоваться вашими гаджетами. Не оставляйте ноутбук открытым, если рядом люди, которых вы не знаете. Потратьте несколько минут на то, чтобы установить пароль или графический ключ на все устройства. Эти меры могут показаться перестраховкой, но они сэкономят вам много времени и сил и избавят от хлопот и неприятностей в будущем. И 6-й совет. Подумайте о конфиденциальности. Все мы знаем, что нужно пользоваться настройками конфиденциальности в социальных сетях. Это лучший способ защитить не только сам профиль, но и отдельные фотографии, видео и посты. Беда в том, что все об этом забывают, а если и делают, то не проверяют настройки достаточно часто. А зачем, спросите вы? Затем, что сайты время от времени вносят в настройки изменения, определяющие, кто может связываться с вами и видеть ваш контент. Да, следить за настройками конфиденциальности весьма времязатратно. Очень хочется махнуть на них рукой, пообещав себе заняться ими когда-нибудь потом. В каждой социальной сети есть способы защитить то, что вы публикуете, и ограничить круг людей, которым виден ваш профиль. Вот такие вот 6 советов, которые обезопасят вас в интернете, у нас получились. Если данная тема была для вас полезной, обязательно поставьте большой палец вверх, подпишитесь на наш канал, впереди вас ждет еще масса полезной информации. Всем пока!